Привет! С пылу жара из Китая до нас добрался очередной возможный хит продаж, который на глобальном рынке будет известен как Mi 10 Lite с приставкой Zoom. Но так как это китайская версия, называется она немного по-другому. Mi 10 Youth Edition. Короче, для молодежи. Позиционирование телефона особенно заметное по упаковке, все такое, мягко говоря, необычное. Но это все потом. А сейчас быстрый обзор Mi 10 Lite Zoom China Production. По задумке Xiaomi Mi 10 Lite это такая облегченная версия флагманских Mi 10 и Mi 10 Pro с упором на фоточасть, неплохим процессором, ну и конечно ценой. Сомневаюсь, что Xiaomi на глобальный рынок выпустит телефоны в такой упаковке, но это неплохой способ немного проникнуться духом китайцев и посмотреть, что у них там вообще актуально. А актуально там, почти все так же, как у нас. Чехольчик, немного сопливый, но на телефон садится как влитой, да и блок из камер тоже скрывает. И немного китайских прикольных наклеечек. Себе такие штуки не леплю, но выглядит забавно. Еще в комплекте блок питания с быстрой зарядкой на 22,5 Вт и Type-C проводок. Название флагмана Mi 10 Lite в общем-то и не претендует, поэтому задняя крышка тут пластиковая, рамки тоже по ощущениям пластиковые, но берешь в руки и сразу чувствуется, что телефон прям тонкий. 7,9 мм у него толщина, хорошо прям лежит в руке. Блок из камер сделан не в форме полоски, как на старших моделях, а скорее в виде прямоугольника. Вообще есть мимолетное ощущение, что дизайн чем-то похож на Redmi Note 9S, у которого блок из камер переместились с середины в уголок. У меня телефон в синем цвете, и вот какие отличия. Mi 10 Lite будет доступен в черном, синем и белом цвете, а китайская версия еще в персиковом и таком, скажем, мятном. Персиковый, кстати, круто смотрится. Вот смотришь на верхнюю часть телефона и хочется одновременно и радоваться, и, не плакать, но грустно точно становится. Радоваться, потому что на верхней грани все-таки есть 3,5 мм разъем для наушников, все-таки от него трудно пока отвыкнуть, проголосуйте, кстати, нужно на телефоне или нет. Также тут можно найти порт для управления техникой. А плакать, потому что фронтальную камеру Xiaomi обыграли по старинке просто капелькой, не как в Mi 10 Pro, а отверстием, все-таки это было бы больше в тему. Экран здесь AMOLED 6,57 дюймов Full HD разрешение с поддержкой HDR10+, выглядит реально хорошо. Но частота обновления в 60 Гц, конечно, уже расстраивает, надо минимум 90. Экран, кстати, не изогнутый, как в Mi 10 Pro, а прямой. В общем, попользовавшись всеми телефонами, начиная от Mate 30 Pro с экраном-водопадом до, например, того же Mi 10 Lite с прямым экраном, прямой экран ощущается намного проще и дешевле, но удобнее. Пока, как по мне, самый удобный вариант сделали в Galaxy S20, он там как бы закруглен, но прям совсем чуть-чуть. А вот что сильно бросается в глаза, рамки у Mi 10 Lite будь здоров, особенно подбородок. Еще можно заметить, что хоть у Mi 10 Lite экран чуть меньше, чем Mi 10 Pro, за счет своих огромных рамок он получился даже немного выше. Оптический сканер отпечатков тут под экраном, и на экране, кстати, наклеена защитная пленка, и, как сказали в Xiaomi, она с антибактериальным эффектом, а именно с ионами серебра. Сильное заявление. Xiaomi не стали повторять ошибку, как в Redmi Note 9S, и NFC тут все-таки стоит, но если решите покупать именно вот эту версию китайскую, при установке Google сервисов Play Market пишет, что устройство не сертифицировано, соответственно NFC тут не работает. Но на глобальной версии, я думаю, таких проблем не будет. По памяти можно будет выбрать от 6 до 8 ГБ оперативный и от 64 до 128 встроенный. Оперативная при этом LPDDR4X, встроенная не самая быстрая UFS 2.1. И если тест по памяти так и показал, что встроенная не прям супер быстрая, то оперативная выдала цифры в 20 тысяч мегабайт в секунду. И вот у меня вопрос, почему Mi 10 Pro, у которой оперативка идет LPDDR5, выдает результат всего в 17 тысяч? А в качестве процессора в Mi 10 Lite выступает Snapdragon 765G. О чем это говорит? А говорит это о том, что это субфлагманский процессор, который в Antutu набирает 319 тысяч баллов, но больше меня поразил тест на тротлинг. После часового теста телефон вообще не скинул производительности. То есть как было в районе 160 гипсов, так и осталось. Прям чудеса. Но это все лирика. Что касается игр, наш любимый Shadowgun на ультра все-таки идет, но играть нереально. Просадки бывают до 25 FPS, а вот средний уже почти стабильно 60. Короче, предварительно стабильно хороший процессор, немного позже обсудим его более детально. А вот аккумулятор поставили относительно небольшой, всего на 4160 мАч. 1 час игры на максимальной яркости в Shadowgun на ультра съел 24% заряда, но в целом в смешанном режиме с играми часа полтора, камерой, ютубчиком тоже часа полтора. У меня получилось 4 часа 34 минуты экрана и осталось еще 35% заряда. А ждал, конечно, худшего, оказалось еще ничего. Ну и самое главное, камеры. Их
тут 4, и когда смотришь на сам блок, в первую очередь обращаешь внимание именно на правый нижний объектив. Это перископ на 8 мегапикселей с оптической стабилизацией и оптическим пятикратным цифровым зумом. Основной модуль идет на 48 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора 120 градусов и мой любимый бесполезный 2-мегапиксельный макромодуль. В обычном Mi 10 Lite набор камер чуть попроще. Основной модуль такой же, вместо перископа идет ширик на 8 мегапикселей, 5-мегапиксельный макромодуль и 2-мегапиксельный датчик глубины для портретов. Начнем с перископа, и что удивительно, пятикратный зум получается почти на уровне с Mi 10 Pro. Да, на Mi 10 Lite чуть больше шумов на этой фотке, но реально очень достойно. Два кота, например, вообще получились лучше, на лайт-версии прошка ее слишком как-то перешарпила, но ночью, конечно, Mi 10 Lite сдувается и начинает дико шуметь. С основного модуля можно заметить тенденцию, что лайт-версия очень часто делает более насыщенные ядовитые цвета, так в стиле Samsung, но обвинить ее в этом трудно, потому что детализация получается вполне себе. Портрет, например, получился более детализирован как раз на лайте, но при этом и артефактов и ошибок у него тоже больше. Прошка более смазана, но и более грамотно все обработала. Фронтальная камера на 16 мегапикселей на удивление делает не мыло, как на прошке, а наоборот более четкий кадр, и даже HDR тоже лучше работает. Видео на Mi 10 Lite снимается максимум 4К 30 в секунду, если говорить про стабилизацию, она хуже. Видны подергивания, но в остальном по картинке получается примерно так же, как на Mi 10 Pro. Ну и конечно цена. В Китае Mi 10 Youth Edition в базовой комплектации продается почти за 300 баксов. В переводе на рубли получается там в районе 22 тысяч рублей, но это за китайскую версию, в которой NFC у меня пока не работает. Но в остальном камера прям сок получилась, перископ реально круто снимает днем, процессор не тротлит, короче первое впечатление пока прям очень-очень хорошо. Ну а это был быстрый обзор. Пиши в комментарии, как тебе Mi 10 Lite Zoom, про что рассказать в полном обзоре, ну и конечно поставь лайк и подпишись на канал, мы тут часто что-нибудь разыгрываем. На сегодня все, а следующий обзор будет про